Всем привет, мои дорогие, вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю изысканный кето-торт на кокосовой муке для всех, кто любит сладкое, но при этом не употребляет сахар или глютен, а также для всех, кто находится на кето-диете и избегает подъема инсулина в организме. Кето-торт по данному рецепту получается очень нежным, с восхитительным ароматом кокосовых бисквитов и приятным кремом на основе взбитых сливок. Торт получается настолько вкусным, что он ничем не отличается от любимых традиционных рецептов, тортов и пирожных. Благодаря продуктам, из которых готовится торт, он получается в меру сладким и при этом воздушным. Простота и легкость приготовления торта приятно вас удивит и станет отличным выбором в категории вкусные и простые рецепты. По данному рецепту я использую масло авокадо, но вы можете использовать подсолнечное, кокосовое рафинированное или иное другое масло с высокой точкой дымления. Сливки обязательно холодные. В качестве подсластителя у меня архат. Вы можете использовать другой подсластитель, подходящий для кето. В яйца добавляю архат, перемешиваю на средних оборотах миксера в течение 2 минут до светлой массы, чтобы подсластитель полностью растворился в яйцах. Добавляю сметану. Перемешиваю недолго ручным венчиком. Добавляю масло авокадо. Перемешиваю недолго ручным венчиком. Всыпаю всю кокосовую муку и разрыхлитель. Перемешиваю осторожно ручным венчиком сверху вниз до получения теста. Вот такое жидковатое тесто должно получиться. Форму диаметром 21 см предварительно выстеленной пекарской бумагой выкладываю все кокосовое тесто. Распределяю тесто по поверхности формы. Убираю форму с тестом в разогретую до 160 градусов духовку на 40 минут. Готовность выпечки проверяйте деревянной шпажкой, не вынимая форму из духовки. Для приготовления сливочного крема холодные сливки вливаю в охлажденную тару. А почему тару необходимо охлаждать перед добавлением сливок для взбивания, я делал большую публикацию на своем Яндекс.Канале. В сливки добавляю архат и ванилин, взбивая сливки на низких оборотах миксера до получения стабильного крема. Как правильно взбить сливки, чтобы крем получился стабильным и устойчивым, вы можете посмотреть, пройдя по ссылке в описании к этому видео. Друзья, буду очень благодарен, если поставите лайк на это видео. Любая ваша активность продвигает мои видео и поднимает рейтинг канала. Таким образом, вы мотивируете меня еще больше публиковать проверенные и рабочие рецепты на канале Сладкий Мастер. Вот такой плотный и очень устойчивый крем, который стабильно держится на лопастях миксера, получился. Полностью остывший кокосовый бисквит разрезаю на 2 половины. На поверхность для сборки торта наношу немного крема. Укладываю первый корж срезанной стороной вверх. Равномерно распределяю крем по всей поверхности коржа. Пропитку по данному рецепту я не использую, так как внутри коржи сами по себе влажные и очень вкусные. Распределять крем по коржу можно как силиконовой лопаткой, так и шпателем или широким ножом. На начинку внутрь торта у меня ушло половина сливочного крема. Сверху укладываю второй корж срезанной стороной внутрь торта. Осторожно подравниваю коржи. Равномерно распределяю крем по всей поверхности торта. Выравниваю торт плоским шпателем. Для оформления торта оставшийся крем заправил в кондитерский мешок с насадкой 2D «Закрытая звезда». Круговыми движениями от окружности к центру наношу цветочные узоры на поверхность торта. Дополнительно кето-торт украсил свежей черешней. Вы можете украсить любой другой ягодой, которая нравится. Кето-торт на кокосовой муке получился невероятно нежным и ароматным. Сочетание кокосовых коржей с кремом на взбитых сливках делают этот торт настолько вкусным, что его оценят даже те, кто спокойно относится к десертам. Кето-торт имеет умеренно сладкий вкус, без приторности, что я и лично очень ценю в кето-рецептах. А простота приготовления, изысканный вкус без скачков сахара в крови делают этот десерт отличным выбором для частого и безопасного употребления хоть каждый день. Обязательно приготовьте кето-торт на кокосовой муке и радуйте себя и своих близких отменным вкусом кето-изделия. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, и тем самым вы продвигаете канал.